Здравствуйте! Я хочу выразить сегодня признательность всем тем, кто собрался в нашем клубе анонимных алкоголиков. И у нас новый участник, так давайте же поприветствуем его. Аплодисменты! Аплодисменты! Да, спасибо, очень приятно. Да, спасибо. Меня зовут Валера, и я анонимный алкоголик. Скажите, пожалуйста, что стало причиной того, что вы так стали много пить? Знаете, я бы не хотел бы снова об этом вспоминать, но когда я увидел ценник на Xiaomi 14 Ultra, я просто не смог сдержаться. Это было выше моих сил. Нет, конечно, это все неправда, но мне действительно есть в чем признаться. Я слегка закостенел, и из моего поля зрения выпало множество производителей смартфонов. И даже такой гигант, как Xiaomi, а в частности Xiaomi 14 Ultra. Помимо того, что новинка от Xiaomi будет стоить дороже, чем Samsung Galaxy S24 и iPhone 15 Pro, так по дороге она еще потеряет 300 мАч, то есть в Китае у нее получается будет 5300 мАч, а у нас у нее останется всего лишь 5000. Также новинка потеряет спутниковую связь, а вот это вот капец обидно. Хотя, не знаю, ни разу ей не пользовался, я даже не знаю, что это такое. Если знаете, напишите в комментарии. Ладно, давайте вернемся обратно к ценнику. Немного покопавшись в интернете, я понял, что похожая история была с Xiaomi 13 Ultra. Новинка в Китае стоила значительно дешевле, чем у нас. Хоть новинка была действительно и крута, но все же не без нюансов. Но Xiaomi обещает, что в наследнике все это будет исправлено. Но почему такой ценник и такая разница с Китаем? Местным жителям что, надоели шутки про топ за свои деньги? Эй, йоу, здорово, чё как? Слушай, у тебя нет зарядки для айфона или для айпэда? До сих пор пользуешься айфоном? А вот у меня Xiaomi Vivo Nano 6,5G, 123 мегапикселя в квадрате, на каждой камере 69 ядер. Я могу заряжать Теслу, Тесла может заряжать меня. Также у меня подземная связь, спутниковая связь, связь с замужними женщинами. И также я могу запустить сразу 6 киберпанков, и все они будут без лагов. Скажи честно. Что-то меня куда-то понесло, но мне стало интересно, откуда такой ценник и сможет ли теперь Xiaomi конкурировать в одном эшелоне с именитыми брендами. Давайте разбираться. В своей рекламной кампании Xiaomi делает сильный упор на фото и видео возможности, так давайте же начнем с них. Как обычно, Xiaomi получил оптику от Leica. Также в смартфоне будет 4 модуля камеры, все по 50 мегапикселей, но основной модуль получит топовый сенсор от Sony. В модуле с ним применяется объектив Leica, который обеспечивает захват света на 205% больше, чем у объективов главного модуля iPhone 15 Pro Max. Чтобы вы понимали, насколько это крутой сенсор, надо обязательно упомянуть, что на данный момент этот сенсор стоит только в двух телефонах, непосредственно Xiaomi 14 Ultra и Oppo Find X7 Pro. Но нас-то с тобой не обмануть, мы оба знаем, что насколько бы не был крутой сенсор в смартфоне, он никогда не сравнится с полноразмерной камерой, и 90% качества снимка или фото зависит от постобработки. Поэтому не будем доверять цифрам и посмотрим сравнение, чтобы проверить именно своими глазами. Стоит учитывать, что в Xiaomi 13 Ultra тоже был крутой сенсор, который также использовали многие другие производители. Однако камера 13 Ultra так и не стала лучше и была лишь на 14 месте по версии DxOMark. Компания Xiaomi обещала, что исправила это в новом флагмане. Также быстренько пробежимся по другим модулям камеры Xiaomi 14 Ultra. За оптический трехкратный и пятикратный зум отвечают объективы с фокусным расстоянием 75 и 120 мм, последний перископный. В смартфоне реализована технология ультразум. С ее помощью можно делать фото с 30-кратным зумом. В своей работе ультразум использует искусственный интеллект. Он позволяет значительно улучшить снимки. В модулях с оптическим зумом и в модуле со сверхширокоугольным объективом используются датчики Sony IMX858. Фронтальная же камера имеет разрешение 32 мегапикселя и угол захвата 90 градусов. Так давайте же все-таки посмотрим на сравнение. Что первым бросается в глаза, так это то, что картинка у Xiaomi более светлая, чем у конкурентов. Что на фото, что на видео. Из-за этого в сложных сценах пересветы более заметны. В принципе, что было и на предшественнике. Однако, что понравилось, так это
это то, что опять же в сложных сценах картинка более целостная и объекты читаются лучше и четче, но разница не такая сильная. При слабом освещении на деревянных объектах оттенок уходит в зеленоватый. В ночном режиме на светлых объектах присутствует достаточно много шумов, опять же потому, что Xiaomi старается сделать картинку светлее, хоть сенсор у iPhone и получает меньше света. В целом картинки на Samsung и iPhone выглядят более идентичными, а вот Xiaomi выбивается из общей картины. Компания Xiaomi заявляет, что старается делать цвета более реалистичными и вообще картинку в общем. Хорошо, давайте теперь мы сравним картинку с моим любимцем Pixel 8 Pro. Картинка на Pixel мне нравится своей стабильностью. Ты каждый раз, делая фото или снимая видео, уже можешь рассчитывать на определенный результат. Если сравнить троицу Xiaomi, iPhone и Pixel, то кадры iPhone и Xiaomi выглядят более схожими, а вот Pixel делает как-то по-своему. Опять же мы видим ту же картину на Xiaomi. Чуть больше деталей, но больше пересветов, а также дерево уходит зеленоватый оттенок. Вы не подумайте, я не пытаюсь придраться к Xiaomi, но за такой ценник он должен биться за право быть лучшим камерафоном. Несмотря на свои огрехи, Xiaomi действительно очень круто снимает, он стоит особняком и разница в картинке не настолько значительна. Как говорится, кому что больше нравится. Не стоит забывать, что очень многое зависит от алгоритмов обработки, а их всегда можно подкрутить. Пишите в комментариях, какая камера вам больше зашла. Модуль камеры, конечно, выглядит необычно, но зато перед тобой сразу понимаешь, настоящий камерафон. На выбор есть три варианта цвета: черный, белый и синий. Тыльная сторона черного и белого смартфона сделана из эко-кожи. Синий же вариант — это новая легкая керамика, которая на 50% легче традиционной. Также, насколько мне известно, отдельно появится версия с титановой рамкой. Конечно, под вопросом остается, насколько износостойкая эта эко-кожа, но Xiaomi обещает все на высшем уровне. Зато за что беспокоиться не надо, так это за воду и пыль. Корпус защищен по стандарту IP68. Скажу честно от себя, что смартфон получился действительно красивым, и мне он нравится. Конечно, огромный модуль камеры доминирует над общим дизайном, но в принципе общий ансамбль получился достаточно сбалансированным. 14 Ultra прямо стремится быть лучшим во всем, и поэтому в нем стоит Snapdragon 8 третьей генерации. Не во многих смартфонах стоит сейчас этот камень, поэтому сложно сказать, как разработчикам удалось совладать с мощью такого процессора, но понятно, что они хотели перестраховаться и поэтому установили новую испарительную камеру для охлаждения всей этой мощи. Qualcomm Snapdragon 8 генерации 3 работает в тандеме с 12 гигабайтами или 16 гигабайтами оперативной памяти и видеоадаптером Adreno 750. Да, обскакать синтетики и набрать больше всех попугайчиков этому тандему не составило труда. Но это только синтетика, а львиную долю экспириенса от устройства составляет оптимизация. Мы еще обязательно вернемся к этому вопросу. Так, несмотря на серьезную производительность, смартфон умеренно подвержен тротлингу и не сбрасывает частоты резко, хоть и греется при этом в районе 40 градусов, что ощутимо. Смартфон, как и ожидалось, оснастят 6,7 дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2К и частотой 144 Гц. Визуально экран нового флагмана будет выглядеть идеально плоским, однако он получит слегка изогнутые края, за счет чего устройство будет более удобно лежать в руке. В принципе, тут все без сюрпризов, и экран плюс-минус действительно очень качественный и легко борется со всеми своими конкурентами. По отзывам тоже все окей. Еще одной особенностью Xiaomi 14 Ultra станет подэкранный ультразвуковой датчик, который производитель применит вместо стандартного оптического сенсора. Основное преимущество такого решения заключается в более точной работе идентификатора, способного формировать трехмерные данные о глубине отпечатка пальца и других его уникальных особенностей. Плюс ко всему, при использовании ультразвуковых волн экрану не нужно будет выходить на пиковую яркость для идентификации. Наконец, технология позволит разблокировать смартфон даже мокрыми руками. Основные моменты мы рассмотрели, но что по фишкам? Иногда хорошие фишки дают приличный буст продажам смартфона. Что мне лично понравилось, так это дополнительный комплект для фоторежима. Смотрится в сборе мое почтение. Можно спутать и с небольшой камерой. Однако, кроме того, что это смотрится круто, удобно лежит в руке, а также дает кнопки для зума и спуска затвора, больше ничем выдающимся не отличается. Очень жаль, что нельзя присоединить отдельный объектив, да и покупать его нужно отдельно. Хотя за такой ценник могли бы и положить этот набор в комплекте, ну или хотя бы продавать по хорошей скидке для тех, кто уже приобрел такой смартфон. Из приятного будет еще Wi-Fi 7, что даст приличный прирост скорости передачи данных. Также бы хотелось назвать сверхбыструю зарядку, но, к сожалению, не могу. Батарея будет поддерживать проводную зарядку
зарядку мощностью 900 Вт. Честно сказать, видали и больших, но хоть адаптер в комплекте положили. Xiaomi 14 Ultra станет одним из первых смартфонов китайского бренда, который получит новую прошивку HyperOS на базе Android 14 взамен старой оболочки MIUI. А вот сейчас позвольте сделать мне лирическое отступление. Как я уже сказал ранее, бренд вышел из поля моего зрения. Сейчас я предпочитаю пользоваться более предсказуемыми и проверенными устройствами, такие как Samsung, iPhone или Pixel. А все потому, что когда-то я был владельцем планшета Xiaomi Mi Pad первого поколения на мощнейшем процессоре на тот момент Tegra K1. Если мне не изменяет память, это, по-моему, предшественник процессора, который сейчас стоит в Nintendo Switch. Также у меня был Meizu MX4, очень классное устройство с каким-то сумасшедшим процессором на тот момент, но, как любит говорить Вилсаком, мой опыт показывает, что все не так классно через 2 месяца, как хотелось бы. Вначале да. такой забавный крендель всегда меня веселит. Справедливости ради, ценник у этих двух устройств был очень классный, особенно у Mi Pad. Одним словом, я не до конца доверял китайцам после пережитого опыта. Ну какой я техноблогер, если не разберусь в вопросе? Полез я, значит, в эти ваши интернеты, и что я там обнаружил? Поскольку сейчас ни у кого нет большого опыта с Xiaomi 14 Ultra, я начал читать отзывы про Xiaomi 13 Ultra. И знаете, что забавно? Действительно, мало кто жалуется на производительность этого устройства. И я действительно в это поверил. Но не может прогресс столько времени стоять на одном месте. А поскольку в Xiaomi 14 Ultra будет новая прошивка HyperOS, это скорее всего даст возможность разработчикам лучше оптимизировать систему. В общем, хочу подытожить в этом вопросе. Главная проблема китайцев была не в плохом железе или в плохих материалах корпуса, а именно в софте. Им не хватало вот этого опыта. Сколько уже прошло времени, и я могу действительно осознать то, что уже все могли подтянуть на должный уровень. Но кто мне в конце концов объяснит, за что такой ценник? Цена в Китае еще приемлемая, но достать смартфон без переплаты с Поднебесной не такая простая задача. Да и честно, как подсказывает мне сердце, за китайскую цену можно взять Pixel 8 Pro. Цена же вне Китая это просто какой-то абзац. Я не могу понять, за что платить $1500. Да, смартфон нашпигован по последнему слову техники, но очень мало продающих фишек. Как мне кажется, это смартфон больше для гиков или фанатов бренда. Не знаю, много ли соберется людей такого пошива, но я действительно рад, что Xiaomi выбралась в новый эшелон, на котором играет по взрослым правилам. Хоть моему сердечку все-таки ближе высказывание «топ за свои деньги». Рекомендую ли я этот смартфон? Действительно сказать сложно. Если вас не интересует ценник и вам нужно топовое устройство без компромиссов, то действительно можете рассмотреть вариант Xiaomi 14 Ultra. Да и правды ради, можно действительно подождать какое-то время, пока ценник на этот смартфон хорошенько упадет. И тогда этот смартфон действительно станет для кого-то хорошим выбором.